Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. И почему этот Тэхён 2 раза просил закрыть Чонгука шею? Мы-то знаем, что мальчики у нас темпераментные. Девятое место. Тэхён, а чего ты такой счастливый? Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «2 секунды нового момента с Вигу, которые изменили все». Почему первой мыслью Чонгука было «мы можем это сделать»? Чонгук принимает близость только от Тэхёна. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Поддержка Чонгука и Тэхёна друг друга видна даже в небольших мелочах. У Тэхёна шапка от Calvin Klein, а у Чонгука Coca-Cola в руках. Седьмое место. Мне кажется, что Чонгук пытался за ногу взять а Джин помешал. Шестое место. Поведение пары. Когда вы неизменно рядом друг с другом. То, как Чонгук держится за Тэхёна, делает мне физически плохо. Пятое место. Тэхён готов Чонгука залюбить при камерах на весь мир. Четвертое место. Забота. Чонгук сказал: «Я ничего не могу с собой поделать. У меня вроде как из ДВК, поэтому я могу совершать какие-то движения, сам того не замечая».
И Тэхён тот человек, который одним только жестом может успокоить своего мужчину. Третье место. Новости. Обновление Instagram Эль Корио, Париж глазами Чангука и все о парфюме Шанель. В атмосферном видео запечатлена встреча двух икон, резонирующих вне границ прошлого и настоящего, Чангука и Шанель. В любой непонятной ситуации просто кивай и смотри на своего парня. Фанаты снова доказали свою невероятную силу и единство. Песня Run BTS заняла 1 строчку в чартах iTunes в 54 странах мира. В последний раз она занимала лидирующую позицию в октябре 2022 года. Фанаты начали продвигать песню с 1 января, чтобы показать свою любовь и радость от скорого возвращения группы. Run BTS напоминает нам, что движение вперед – это не просто выбор, а стиль жизни, даже когда все вокруг говорит остановиться. BTS продолжают вдохновлять, ломая любые границы и языки, а мы, настоящие фанаты, гордимся быть частью этой силы и поддерживать их на каждом шагу. Я никого не слышу, а вижу только его. Обновление Instagram Compose Coffee. Новогодние поздравления от Тэхёна на 2026 год. Теплые поздравления композиторам, которые усердно работали в этом году. Надеемся на большее количество моментов смеха в 2026 году, и Compose Coffee будет рядом с вами в каждый момент. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с вами в этом году. С Новым годом! Тэхён сказал: «Здравствуйте, композиторы! В прошлом году вы действительно много потрудились, большое вам спасибо. В новом 2026 году желаю вам, чтобы были только теплые и уютные моменты. Compose Coffee и я всегда будем рядом с вами. В этом году давайте снова будем вместе. Счастливого Нового года!» Какой же шикарный Чангук! Появился обратный до камбэка группы и их мирового тура. Последний раз фандом вел отсчет во время релиза Dynamite, и песня стала не просто мировым хитом, одной из самых узнаваемых за всю историю группы. Дальше больше. Как же я люблю их пару. Новость о камбэке группы с датой 20 марта стремительно разлетается по всему миру. О ней сообщают локальные и международные СМИ, новостные телеканалы и радиостанции, социальные сети и онлайн-платформы. Интерес к возвращению группы охватывает все,
от статей в прессе до ежедневных новостных сводок. Мировое внимание вновь приковано к группе. Чангук надел свой маленький фиолетовый мешочек на ножку и оставил его там. Это все из новостей. Обновление Эль Кория. Встреча двух икон, олицетворяющих настоящее и будущее ароматов Шанель. Это беседы между парфюмером, создателем дома Шанель, Оливье Польжем и Чангуком, глобальным амбассадором Шанель Бьюти. Диалог раскрывает уникальное искусство создания ароматов Шанель и погружается в личные любимые ароматы Чангука. Оливер Польж сказал: «У Шанель есть свобода творчества, потому что компания участвует во всех процессах, начиная с выращивания парфюмерного сырья. Именно здесь дух мастерства содержит важные ценности. Тот факт, что мы сами выращиваем цветы, используемые в новом. 5. Это история, которая лучше всего демонстрирует мастерство Шанель. Если свести метод производства парфюмерии Шанель к одному слову, можно сказать так: цветок становится флаконом духов». Чангук сказал: «Думаю, мне больше всего нравится Bleu de Chanel. Мне нравится ощущение свободы и естественности. Он мне очень нравится. Даже спустя время он очень привлекателен, потому что в шлейфе остается древесное послевкусие». Оливье Польж, парфюмер дома Шанель, возродивший современность аромата Габриэль Шанель, придав ему современное звучание. Он говорит о неподвластной времени современности ароматов Шанель. Чангук, ставший иконой своего времени, говорит о культовом присутствии ароматов Шанель. Оливье Польж сказал: «Мне очень нравится фраза Габриэль Шанель, которая всегда говорила, что мода меняется, но стиль остается. Во-первых, это состояние духа, которое никогда не бывает ностальгическим. Именно поэтому, создавая парфюмы для Шанель, мы всегда стремимся запечатлеть что-то из нашей эпохи, не зацикливаясь на модных тенденциях определенного момента». Чангук сказал: «Парфюмы Шанель, кажется, не подчиняются модным тенденциям. Я считаю, что они обладают уникальной силой, способностью запечатлеть суть эпохи через аромат, существуя исключительно как символы своего времени». Его улыбка такая красивая. Статья «Почему Тэхён носит имя Версаль?». В честь дня рождения Тэхёна поклонники со всего мира взяли под свою опеку скамейку с выгравированным на ней его именем в Трианонском саду Версальского дворца во Франции. Это необычный случай, когда имя артиста официально увековечено на объекте всемирного культурного наследия. В настоящее время Версальский дворец проводит масштабную кампанию по реставрации статуй, скамеек и деревьев в садах. Согласно официальному письму из Версальского дворца, с начала кампании в Трианоне в 2014 году это первый случай, когда памятник был посвящен международному художнику или знаменитости, не являющемуся гражданином Версальского дворца. Этот случай стал символическим событием для Версаля. Реставрация стала возможной благодаря программе «Возьми скамейку под опеку в Трианоне», официальной программе поддержки культурного наследия Версальского дворца. В Версальском дворце пояснили: все в Трианоне дарит мир и спокойствие. Чтобы сохранить это ощущение, мы проводим программу «Возьми скамейку под опеку»,
которая позволяет проводить реставрацию и поддерживать уникальную атмосферу отдыха в саду. В Трианонских садах установлено 40 каменных и 78 деревянных скамеек. Одна из этих каменных скамеек названа в честь Ви. Рядом со скамейкой на земле установлена небольшая бронзовая табличка с надписью «Ким Тэ-хён», призванная защитить ее сохранность. Есть веская причина, почему фанаты выбрали Версаль в качестве места для увековечения памяти. Именно в Париже Ви начал свою новую карьеру с показа мод, ставшего его первым официальным мероприятием после демобилизации. Версальский дворец также стал местом съемок музыкального видео на песню «Winter Ahead», выпущенного во время его военной службы. Фанаты придали этому событию особое значение, заявив, что выбрали Трианонские сады Версальского дворца для празднования дня рождения Ви. Имя Тэ-хёна теперь официально увековечено в садах Версальского дворца, являющегося знаковой европейской достопримечательностью и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Видимо, это любимая поза для обнимающих у Тэ-хёна. Взглянем на стильные решения Чонгука, представленные журналом «Вман». Благодаря разнообразию стилей в разные эпохи, Чонгук закрепил за собой статус одного из самых стильно одетых айдолов в кей-поп. Благодаря разнообразию стилей, от свободных фасонов до непринужденной уличной одежды, Золотой Макне BTS дал понять, что каждый наряд продуман до мелочей и носится с уверенностью. Все черное. От простых черных рубашек до кожаных топов, использование Чонгуком одного цвета демонстрирует, как один оттенок можно использовать в изысканных и многогранных образах. Нейтральные цвета, нейтральные тона – это частый выбор Чонгука. Они легко сочетаются друг с другом, создавая гармоничные и продуманные образы. Оверсайз. В его гардеробе часто преобладают модели приглушенных оттенков, свободного и объемного кроя. В результате получается сочетание комфорта и выразительного визуального образа. Стрит-стиль. Он сочетает объемные топы с мешковатыми спортивными штанами или джинсами, часто завершая образ фланелевой рубашкой, надетой поверх или завязанной на талии. Аксессуары. Добавляя в свой образ ожерелья, кольца и пирсинг, Чонгук придает каждому наряду дополнительную глубину, облагораживая даже самые простые наряды. Подборка, в которой Тэ-хён позволяет Чонгуку делать буквально все, что угодно. Ким Тэ-хён вошел в топ-20 сольных айдолов кей-поп с наибольшим количеством контрактов с брендами в 2025 году. На сегодняшний день Тэ-хён заключил 9 рекламных контрактов, и его влияние носит структурный характер. Его способность вызывать глубокие, долговременные и стратегические изменения в бренде, выходящие за рамки простого временного увеличения продаж или краткосрочной узнаваемости, неизмерима. Его влияние органично и повсеместно. Каждый раз, когда Тэ-хён ассоциирует себя с каким-либо брендом, это не просто лицо, представленное на рекламном рынке. Это экономическое, культурное и символическое событие.
С одного раза угадываем, какой у них язык любви. Интервью Чонгука для журнала Rolling Stone Japan. Артист без границ, вот к чему я стремлюсь. Путь Чонгука и новая глава. В преддверии возвращения к работе в полном составе после завершения военной службы самый младший участник, Чонгук, рассказывает о своем пути от Макне, самого младшего участника, до сольного исполнителя. О своей программе заботы о психическом и физическом здоровье, а также о больших изменениях, которые он почувствовал после перерыва в музыкальной карьере. Без преувеличения можно сказать, что Чонгук – мировая поп-звезда и одно из самых узнаваемых лиц на планете. Нам хочется задать ему много вопросов. Какими были его мысли и распорядок дня в течение 18 месяцев военной службы? И теперь, когда служба закончилась, каково это – снова оказаться в центре внимания как сольный исполнитель и участник группы BTS? Вопросов множество, в том числе о звучании его нового альбома, над которым он сейчас работает в Лос-Анджелесе, и о его возвращении на сцену. Но когда мы встретились в солнечной студии на Вест-Сайде Нью-Йорка для нашей глобальной фотосессии для обложки, Чонгук был сосредоточен на маленьких радостях повседневной жизни. Одна из таких вещей – еда. В последнее время Чонгук каждый день думает о еде. «Сейчас я на диете, поэтому решил есть только раз в день», – сказал он с улыбкой. «Поэтому я с нетерпением жду каждого приема пищи. Я тихо жду времени, думая, что бы мне съесть. Когда наконец приходит время, и я заканчиваю есть, я чувствую удовлетворение. Однако до долгожданного приема пищи еще далеко». В этот день он решил пообедать или поужинать пораньше в расположенном неподалеку ресторане корейской кухни Fusion, рекомендованном другом. Из-за своего плотного графика у Чонгука нет определенного времени для еды каждый день. Он ест, когда может, просто плывет по течению. Не оглядывайтесь в прошлое, сосредоточьтесь только на настоящем. Чонгук живет настоящим. Он не зацикливается на прошлых воспоминаниях и не размышляет о будущем, как философ. Заметив на столе стопку журналов Rolling Stone, он указал на обложку и, смеясь, спросил, кто этот парень. На обложке он был изображен моложе, со светлыми волосами. «Интересно, почему эта фотография оказалась на обложке», — сказал он, пристально глядя на снимок. Он покачал головой, как бы говоря, что его не интересует его прошлое «я», и снова рассмеялся. «Я наслаждаюсь этим моментом, прямо сейчас». Возможно, это было неизбежно, что Чонгук так думает. Для человека, чья вся юность и 20-е годы, период, предшествующий взрослой жизни, были запечатлены на камеру и показаны миллионам людей, вполне естественно, что ему не нравится прошлое. Фотографии, видео и записи выступлений создают вечно молодое альтер-я, которое живет на экране, в песнях, на обложках журналов и в воспоминаниях незнакомцев. Для некоторых Чонгук может оставаться самым младшим участником группы с детским лицом и фирменной ослепительной улыбкой. Однако для других он предстает как достойный 28-летний мужчина, который продолжает расти. Чонгук описывает себя как прагматичного человека, реалиста, как он сам выражается. Возможно, здесь присутствует инстинкт самосохранения. В эпоху, когда почти все, что нас окружает, записывается, архивируется и анализируется средствами массовой информации, единственное, что мы можем контролировать, это настоящее. Этот язык любви Чонгука.
Слухи о коллаборации Чангука с Арианой Гранде. На одном из декабрьских лайвов Чангук включил песню Арианы We Can To Be Friends. Этого стало достаточно для тех, кто любит поделулить. Многие вновь стали обсуждать, что, возможно, услышат этот коллаб, их голоса идеально подошли бы в поп и R&B треки. Слухи о возможном совместном треке ходят уже много лет, с 2019 года, когда они встретились на концерте Арианы, обменивались комплиментами в соцсетях, и фанаты замечали намеки, тизеры песен, похожие мелодии. Ариана сейчас фокусируется на актерской карьере Wicked, а BTS работают над групповым альбомом. Но кто знает, вдруг и правда сделают долгожданный коллаб. Слишком сильно и нежно, всем своим кое-как работающим сердцем, люблю их любовь. Еще в далеком 2018 ходили слухи, что в рубрике «Неожиданная пара» 2018 года по версии Dispatch фигурирует однополая пара из очень популярной группы. На Pen обсуждался слух о том, что новогодняя пара из шоу Dispatches – это однополая пара с разницей в возрасте в 2 года. Dispatch когда-то планировал, но хайп подкупил Dispatch, чтобы те замолчал, и в итоге они до сих пор придерживаются этой сделки. Так, я звоню его маме. Какой же он горячий. Второе место. Это так интимно. Потерял связь с реальностью. Расстояние между Тэхёном и Чангуком наглядно показывает, сколько нервов у меня осталось при виде данных фото. Первое место. В этой ситуации Чангук тянет Тэхёна к себе, а потом мы видим реакцию Юнги. Чангук, успокойся, Тэхён твой.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.